Всем привет любителям Гармити. Третий сезон Гармити закончился и стало очень грустно. Однако концовка оставила после себя кучу вопросов, из-за которых хочется верить, что продолжение этого сериала все же будет. Но если вдруг будет продолжение, то какое именно? Увы, пока неизвестно. Остается только строить по этому случаю теории. Сразу предупреждаю, чтобы не было никаких скандалов и разногласий, у каждого наверняка свои предположения, и все они разные. Я поделюсь своей версией, как я это вижу и чувствую. А теперь приготовьте чаек и печеньки, уверена, будет интересно. Everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Перед тем, как сразу перейти к главным вопросам, давайте немного окунемся в историю. Итак, кто вообще такие Соум и Эклос? Действительно! Да, мы знаем, что это лорды. Один солнечный, верующий в добро, а другой лунный, решающий захватить мир, потому что так надо. Но не задумывались ли вы, что история персонажей может быть глубже, чем нам казалось? И коснемся мы с вами истории Древнего Египта. Я заметила множество различных деталей, которые явно указывают на то, что Соум и Эклос связаны с египетской мифологией, а именно битвой между богами Апопом и Ра. В древней мифологии Апоп, или как по-другому его называют Апофис или Апеп, считается олицетворением хаоса, мрака и зла. Представляли его как огромного и устрашающего змея. Вера в Апопа сформировалась во времена Среднего Царства. Местом его обитания считаются земные недра, где они боролись с Ра. Апоп царствует в подземном мире и каждый день ждет, когда начнется новое противостояние с солнечным Ра. Ра – бог солнца, изображался в образе человека с головой сокола. Во многих мифах выступает как верховный бог, создатель мира, покровитель людей. Каждый день Ра плывет по небу в золотой лодке, с которой он видит все, что происходит на земле. Вечером Ра пересаживается в другую лодку и ночью переплывает по мрачной подземной реке, сражаясь с обитающими там силами зла и тьмы, чтобы утром на небе вновь показалось солнце. Каждую ночь солнечный покровитель вынужден выступать в схватку за змеем, но, как мы можем убедиться, с рассветом появления света на горизонте служит знаком очередной победы добра над злом. Казалось бы, зачем нужен этот змей? Ведь на первый взгляд проще было бы жить в мире без темных созданий и чудовищ. Однако именно в его олицетворительных функциях и заключается главная сила Апопа. Бог является противоположностью свету и добру, а мир, как верили древние египтяне, должен существовать в гармонии и равновесии каждой из его составляющих. Если убрать Апопа, то и ночь никогда не настанет. Не будет ли такое положение вещей большим хаосом, чем действие змея? Итак, мы узнали историю о древних богах Египта, но при чем тут Соум и Эклос? Нужно всего лишь присмотреться к некоторым деталям. На этом кадре можно увидеть один знак, означающий египетский иероглиф. Как раз этот иероглиф означает солнце. Этот знак можно увидеть и на других колоннах. Нам также известно, что каждый день бог Ра плывет по небу на золотой лодке. Вот вам, пожалуйста, Искадор, золотой и летает по небу. Солнечная башня, где обитает Соум, чем-то похожа на пирамиду, что тоже намекает на египетское происхождение. А этот кадр заинтересовал тем, что на колонне изображены какие-то символы, правда, их не очень хорошо видно. Но есть подозрение, что один знак похож на крест. Раз уж мы говорим о египетской истории, то вероятно, что на колонне изображен Анг, который можно увидеть в руках бога солнца Ра. Также, если присмотреться на этот кадр, в глаза бросается вот такой интересный треугольник, от которого исходят лучи. Оно напоминает лучезарную дельту, или всевидящее око. Является одним из символов масонского символизма. Треугольник означает огонь, а открытый глаз символизирует сокрытую истину, призывает к мудрости и обращается к совести. Оно также символизирует первопричину всего сущего, олицетворяет собой совершенное добро и победу над злом. Трон Соума тоже не остался в стороне. Да-да! На спинке можно увидеть символы, правда информацию по некоторым не удалось найти.
А про этот крестик я вообще промолчу, ибо пока искала информацию, мне предлагали посмотреть Теперь поговорим про Эклоса. В отличие от локации Соума, у него как-то намного интереснее. На полу можно увидеть много каких рисунков. Даже тот, что похоже на знак ТикТока. Теперь вы все будете знать, чем на самом деле занимается Эклос, пока его приспешники мучаются в битве с Геральдами. Вернемся к знакам. Круг с полумесяцем явно указывает на то, что Эклос является лордом затмения. Но это логично. Логично. Впрочем, слово «эклипс» и так означает слово «затмение», поэтому все сходится. Обратите внимание еще на этот рисуночек. Может, это и не точно, но этот знак дает мне ассоциацию с яблоком, между которым расположены змеи. Почему именно так, объясню чуть позже. Как вы могли догадаться, Эклос считается а-ля прототипом бога Апопа, который яро сражается с богом Ра. Что Эклос, что Апоп, оба хотят посеять зло, но Соум, как и Ра, не дает этому случиться и одерживает победу над злом. Теперь вспомним про столетнюю войну между Соорками и Эклипсионами. Они бились за право контролировать сердце Титана. Вот только из-за раздора страдали обе стороны. Именно поэтому было принято решение объявить перемирие. Согласно договору, один из высших лордов должен был охранять сердце Титана. А потом нашей звезде ТикТока и создателю коронавируса захотелось заполучить сердце, дабы посеять хаос, потому. А вот и еще от меня дополнительный факт. Между Соорками и Эклипсионами война длилась около 100 лет. И сразу появляется ассоциация с той же историей. Столетняя война между Англией и Францией. Война между Алой и Белой Розой. То есть вы понимаете, насколько все глубоко? Все, понял ответ. Ну, а теперь переходим к самому главному. Какое же будет продолжение Гармите? И будет ли оно? В моем случае меня беспокоит несколько вопросов. Куда улетел Эклос? Что за история с Алоки? И жив ли Титан на самом деле? Начнем, пожалуй, с первого пункта. Сразу возникает вопрос, что там за измерение такое, куда улетел Эклос? Помните третью серию третьего сезона, когда Соум рассказывал о сердце Титана? Геральды спросили, что там за история с сердцем, на что лорд ответил: оно прибыло из другого мира, более могущественного, чем Горм. Полагаю, что Эклос и отправился в этот более могущественный мир, дабы попробовать обрести там новую силу, после чего этой же силой захватить Горм. А что, так можно было, что ли? И скорее подобная история повторится с Мекой Энергией, когда Войдус воспользовался новой силой. Что касается Воина Титана, то на его счет у меня есть много каких мыслей. Мы не знаем, что произошло после того, как Эклос телепортировался через портал. Но ведь портал-то один. Да-да. Соум и Алоки тоже через него улетели, наверняка для того, чтобы найти Эклоса. Значит, версия того, что Большой Воин жив, подтвердится. А теперь я поделюсь своей мыслью. Что если Эклос на самом деле знал, или же предполагал, что Гармити и Соорки остановят метеорит благодаря Титану? После того, как он спас наших героев от катастрофы, он, можно сказать, отключился. И вот тут появляется Эклос, который решает взять себе Титана, чтобы активировать его и воспользоваться им для своих целей. Но вы спросите, каким тогда макаром он активирует Титана, если им можно управлять сердцем? А я вам отвечу. Если же Эклос улетел в другой мир, более могущественный, чем Горм, то есть вероятность, что в 4 сезоне появится новая энергия, намного могущественней, чем Мека или Альфа. Эклос, как и Войдус, воспользуется этой новой энергией, пополнив себя и своих воинов новой силой. Я думаю, что их точно так же расколбасит, как и Дарконов. Если так случится, то умоляю, оставьте Сескеля его шикарные длинные волосы. После того, как лорд получит силу, он сможет создать Титану новое сердце, в котором будет течь энергия зла, хаоса и тьмы. Наше сражение станет легендарным. Вот тогда Эклос и сможет управлять воином Титаном. Теперь поговорим про Алоки. В конце 3 сезона она решает на время покинуть своих друзей, чтобы найти ответы на вопросы и узнать, кто она такая на самом деле. Мы все привыкли к тому, что Алоки является хранительницей знания, и она управляет светом. В 21 серии 1 сезона мы слышим, как Криптус называет ее Геральдом. Позже выяснилось, что свет и тьма связаны друг с другом. Ну а потом Войдус пытается переманить Алоки на темную сторону, у него это получается, но в итоге он получил хороших таких звездюлей. И вот с наступлением 3 сезона мы узнаем, что хранительница может управлять альфа-энергией, что очень ее удивляет.
И возникает куча разных вопросов, связанных с тем, кто такая Локи. Еще более интересующие вопросы, кто избрал ее в роли хранительницы, кто отправил ее в башню. Если же нам и покажет серия с тем, как Локи ищет ответы на вопросы, будет здорово, если она, как и мы, узнаем об этом сразу. Возможно, что в 4-м сезоне появится новый персонаж, который как раз таки сможет дать ответы. Моя теория заключается в том, что Локи стала хранительницей и отправилась в башню, потому что она этого достойна, и это ее жизненное предназначение. Либо же Локи является неким сосудом энергии, и за счет этого она может пользоваться той или иной силой. И если это так, то есть вероятность того, что новая энергия в 4-м сезоне может тоже коснуться и хранительницы. Звучит даже очень запутанно. А теперь давайте вернемся к знакам и начнем с трона Соума и Эклоса. Можно заметить, что у обоих троны по типу одинаковые, но есть некоторые отличия, указывающие на противоположность Солнца и Луны. Знак в кругляшке посередине одинаковые, что у Соума, что у Эклоса. Вот только неизвестно, что оно обозначает. Не могу сказать точно, что значит верхний знак в кругляшке, но, как мы видим, это похоже на английскую букву V. Обычно такой знак означает победа, то есть Виктория. А последний знак у обоих лордов отличается. У Соума, как мы помним, это какой-то крест, а у Эклоса ромб. Информацию по кресту я не нашла, только могу предположить, что это связано с духовностью, честью и отвагой. Ну или же Соум приближен к Богу, потому что он солнышко. Что касается ромба, то я нашла одну интересную информацию. Знак ромба – символ жестокой идеи, некой парадигмы. Он, как и треугольник, олицетворяет ударную силу и могущество. При этом последнее качество у ромбов представлено весьма агрессивно. Очень даже смахивает на версию, о которой я говорила ранее. В 4-м сезоне будет показан другой мир, могущественный, чем Горм. И в этот мир попадает Эклос, где находит могущественную энергию. Возможно, что этот ромб намекает нам на то, что Геральдам предстоит сразиться с очень могущественной и ударной силой, которая может привести к гибели всего живого. И теперь вспомним тот знак, связанный с яблоком и змеями. Почему именно яблоко и змеи? Давайте вспомним Библию, где говорится о запретном плоде. Как раз там и была змея, и она просила Еву съесть запрещенный плод яблока. Естественно, Ева повелась на этот соблазн. Оттуда и возникла поговорка «запретный плод всегда сладок». Теперь давайте объединим все версии воедино. Представим, что могущественная сила – это и есть запрещенный плод яблока, который может принести плохие последствия не только Горму, но и самому Эклосу. Вот только этот баран пока ничего не понимает, ибо уж очень одержим хаосом. И вот дело подходит к кульминации. В мире начинается катастрофа. Неизвестно, может ли это как-то повлиять на Эклоса, но вдруг произойдет что-то, что заставит его одуматься и понять, что он творит. Как мы уже помним, из битвы между Соорками и Эклипсионами начался хаос, из-за которой страдали обе стороны, и поэтому было принято решение объявить перемирие, чтобы восстановить равновесие и жизненный баланс. Если же Эклос нарушит этот баланс и хаос возьмет верх, не думаю, что последствия будет ему по кайфу. Ты что делаешь? Пилю. Ну пили. И вот тут на позицию встает Локи. Я считаю, что хранительница сыграет важную роль в 4-м сезоне, что может показать ее истинное могущество. Она, ее друзья Геральды, Соорки и другие Гормити смогут избежать самого страшного, что приведет к равновесию в мире. Не знаю, будут ли уничтожать Эклоса, но не думаю, что к этому приведет. Возможно, Соум, как благородный воин, даст шанс на исправление Эклипсиона, чтобы вместе восстановить порядок. Думаю, что такая концовка была бы очень даже классной. А может все-таки по пельмешке? Давай. Что же насчет Геральдов? Скорее всего, на протяжении 4-го сезона они также будут искать ответы на вопросы. Может, им удастся найти информацию о другом мире и попытаться подготовиться к следующим испытаниям, которые приготовит Эклос. Также у Геральдов может возникнуть новая миссия, где они должны активировать какие-нибудь артефакты новой силы. Ну или же будет что-то другое для разнообразия. Даркона, я думаю, вряд ли появится, поэтому 4-й сезон будет посвящен воинам Эклоса. Насчет новой энергии я ничего не могу сказать, однако некоторые утверждают, что должен появиться Лорд Молнии, но это еще неизвестно. И на этой ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень старалась и готовилась к нему. Всем большое спасибо, всем пока.